Приветствую всех на канале. Вот такой вот Kia Niro к нам приехал с дефектом, с таким рокотом с редуктора. Стук напоминает, как будто бы кто-то сидит под машиной и чем-то стучит по пластику. И этот шум не всегда проявляется. Иногда может вообще пропасть, иногда усиливается, иногда слабее. То есть ведет себя абсолютно рандомно. И чаще это проявляется после того, как на ней, скажем так, динамично ездили. В общем, слушали мы, шум идет очень похоже, что со стороны редуктора. Поэтому будем разбирать редуктор и смотреть. Так, пробег на машине 77 258 километров. Сразу озвучу, чтобы потом не забыть. В общем, будем снимать редуктор, разбирать и смотреть. Недавно я делал видео по редуктору на Kia Soul. Там был шум, именно шум, а не такой рокотание. И был разбитый корпус коробки. Если что, можете перейти по ссылке. Ссылку оставлю вот здесь вот. Можете перейти, посмотреть. Ну а сейчас будем снимать редуктор, разбирать и смотреть, что здесь. А пока я занимался ремонтом другого автомобиля, это Volkswagen Golf с заменой инвертора, потом сделаю видео. Ребята успели снять редуктор, поэтому, к сожалению, процесс снятия редуктора с автомобиля в видео не попадет. На всякий случай перед разборкой немножко отмыл. Здесь все нормально, никаких трещин нету. И, кстати говоря, если сравнивать его с Kia Soul, то на Kia Soul идет механический, а здесь электрический привод. Поэтому здесь не включится привод паркинга, в движении не включится. Здесь, скорее всего, защита сработает. В общем, сейчас разбираю и будем смотреть, что же в нем клацает. Вскрыли редуктор. И здесь как раз уже можно увидеть, что механизм блокировки кардинально отличается от Soul. И здесь вероятность разбить корпус уже просто ушел. То есть здесь корпус уже не пробьет. Вот так вот, вроде как несколько лет разницы автомобиля, а уже Hyundai Kia от этой проблемы ушли. В общем, сейчас буду дальше разбирать и смотреть, какой же подшипничек может давать такой рокот. Так, а тут у нас что-то лежит. Это похоже на заглушку первичного вала. Угу. Видимо, она выпала, что она сильно свободна здесь. Возможно, она выпала и здесь давала как раз такой шум. Кстати говоря, здесь вот видно, что даже если он отщелкнется, то никаким образом он уже по корпусу не ударит. Он бьет в упор, который тоже чугунный. Ну, может, конечно, здесь развалить, но в целом... Так, ну один уже у нас дефект есть странный, но проверить подшипники все равно не помешает. Интересно, как эта заглушка могла выпасть и почему она вообще выпала. Так, тоже стоят регулировочные шайбочки. Все как надо.
Кстати, а на Kia стоит такая же точно графитовая щеточка для того, чтобы снимать наведенные токи с ротора на корпус, для того, чтобы не изнашивались подшипники. В общем, вот такая вот система. И, кстати говоря, здесь стоит резиновое колечко. И если бы резиновое колечко не стояло, то очень велика вероятность, что масло, которое вытекло через эту заглушку, текло бы на стыке между мотором и коробкой. Вернее, мотора и редуктора. И, кстати говоря, здесь редуктор снимается сложнее, чем на Соуле. Пришлось снимать блок. Не знаю, честно говоря, что это за блок был. Потом буду разбираться. Сняли этот блок для того, чтобы можно было добраться до верхних болтов. Вон видно. Сейчас попытаюсь камеру засунуть. Вот видно, что контактная группа идет, и этот блок пришлось снимать. А вот эта выпавшая заглушка с вала, она, получается, не держала масла. Но благодаря тому, что есть резинка на первичном валу, которая здесь одевается, и резинка, которая одевается на корпус, который заходит сюда, то масло не текло. При этом здесь масло было. В общем, посмотрели визуально, шумов с подшипников не наблюдается, при том, что там есть риски. И есть риски радиальные на конических подшипниках. В общем, такая вот ерунда произошла. Какого-то непонятного лешего выпала эта заглушка с вала, и чисто теоретически именно из-за нее у нас был этот шум. Кстати говоря, еще можно обратить внимание, что в корпусе выработка под подшипничком первичного вала. То есть в результате этой выработки первичный вал у нас гулял. И тоже мог давать этот шум. То есть когда у нас двигался за счет того, что она косозубая, она могла прижиматься, бить, потом в какой-то момент отходить. В общем, поменяем все подшипники. И обратно засунем заглушку, немножко подрихтуем ее и засунем обратно в первичный вал. И будем собирать его. В общем, пришли запчасти. 2 маленьких подшипника на первичный вал и 2 подшипника на вторичный вал. На дифференциал подшипников не нашли. И владелец сказал, в наличии в Украине нету. И владелец сказал, что не хочет оставлять машину надолго, поэтому менять подшипники дифференциала не будем. Хотя, честно говоря, я бы их заменил бы. Но решение владельца — это закон. Поэтому будем ставить. Сначала их отрегулирую, чтобы они не болтались. И что-то нужно будет думать с вот этой выработкой. Большая выработка, поэтому люфт увеличится, и нужно будет подставлять туда шайбу толще. Либо же вырезать какую-то шайбочку и подставлять туда. И, скорее всего, что происходило? Что вот этот вал из-за выработки двигался назад-вперед. Эта заглушка выпала с вала. И в тот момент, когда вал сдвигался и упирался в нее, был вот этот стучок. Когда он отходил в другую сторону, то стук пропадал. Скорее всего, вот такая проблема. Потому что по подшипникам явных каких-то выработок или раковин, которые могли давать такой стук, не обнаружил. Хотя есть вот такие вот следы на роликах, подписанные, как будто бы что-то туда все-таки попадало. Но в целом и посмотрел внутренние обоймы без раковин и наружные обоймы тоже без раковин. Хотя визуально они не очень красивые. В общем, будем тогда регулировать и собирать. Кстати, в прошлом видео, когда был ремонт редуктора Соула, спрашивали, чем регулируются подшипники. Вот такими вот колечками. Подбором толщины колечек и регулируются валы. Вот здесь такой толстый стоит, толстое колечко стоит. Здесь чуть тоньше. В общем, буду их ставить по очереди, зажимать корпус и смотреть, чтобы они не были зажаты.
Так, собрал редуктор, проворачивается от руки. Он у нас не тугой. Кстати, если обратить внимание, то сальники здесь отличаются. Визуально они очень похожи, но один красного цвета, другой такой фиолетовый. И фиолетовый, на нем даже маркировка есть, right hand. И, соответственно, красный это левый. Поэтому их тоже перепутать нельзя, хотя по размеру они одинаковые, но у них разные направления. Осталось поставить сервопривод, и можно редуктор ставить на автомобиль. Так, теперь тестовый выезд. Не помню, говорил или не говорил, пробег на автомобиле на данный момент 77 258 километров. Сейчас проедемся, послушаем, будет ли у нас какие-то шумы или нет. Так, пока что у нас ничего нету, но владелец автомобиля говорит, что не всегда он проявлялся. Поэтому сейчас чуть нагреем масло. И он говорит, после интенсивных разгонов этот дефект проявлялся. Дорога у нас немножко скользкая, поэтому сильно разгоняться не будем. Попробуем, если не будет никаких шумов, отдадим владельцу, чтобы владелец ее дальше тестировал. Так, в общем, проехались, никаких дефектов не слышно. Ну, теперь можно выдавать автомобиль владельцу, и пусть катается, наблюдает. Поэтому, если вам нравится такая тематика по ремонту электромобилей и гибридов, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До скорой встречи, всем пока!